Привет, это Foodstorm и я, Антон Романов, расскажу о ножах. Если ты профи, давно работаешь на кухне и у тебя целый набор ножей, то с тобой мы поговорим отдельно. А сейчас для тех, кто только собирается купить ножи и использовать их на кухне. Это весь комплект красавцев, которых хватит, чтобы чувствовать себя комфортно на домашней кухне. Филейный нож для рыбы, хлебный нож, 2 шеф-ножа и филейный нож для мяса. 2 филейных ножа использую редко, только для филирования. Это 5% моей работы. Хлебный нож. Очень удобный для нарезки хлеба, с ним надо работать как с пилой. Меньше давим на продукт, больше движения вперед-назад, и мягкие хлебные изделия не будут плющиться под давлением. Также один из шефов, с которым я работал, пользовался этим ножом в 90% своей работы. Но это уже продвинутый уровень, об этом в следующий раз. Без него можно тоже обойтись. Вот, все, что вам нужно для начала. Один шеф-нож постоянный, который я использую в 90% всей нарезки. Он служит мне уже 8 лет, режет так же остро, как и в самом начале. Все потому, что я за ним приглядываю, подтачиваю и мою только в холодной воде. Ничего не затупляет ножи так, как его нагрев. Чтобы сохранить нож острым, достаточно подтачивать его каждый день, совсем чуть-чуть, и он прослужит долго. Точу я об мусат. Если мусата нет, то точу об ребро другого ножа. Для тех, кому тяжело и непонятно, как точить нож об мусат, я запишу отдельный ролик по заточке ножа. А пока можно пользоваться роликовой домашней точилкой раз в неделю. Слишком много точить ножи тоже не надо. Есть риск переточить и испортить лезвие, оно станет тупым. Этот нож я использую редко, он для деликатной нарезки. Да, он больше, но из-за его размера я могу делать нарезку одним движением, и это оставляет красивый срез у продукта. Также нарезать супер мелко им тоже удобно, он захватывает большую площадь на доске. Я редко им пользуюсь, но при этом он очень острый, вот даже ручка побелела, что без работы находится. В конечном итоге вам хватит одного ножа, который поможет вам справиться практически со всей работой по нарезке. Главное, чтобы он был острым, большим и без предохранителя на пятке. Советую купить нож попроще, проверить, как он подходит, получается ли следить за ним. И тогда уже покупать дорогой, который сможет пройти все трудности на кухне с вами всю жизнь. Понравились мои ножи? Ставь лайк, подписывайся, а главное, следи за своими ножами. Это был Foodstorm и я, Антон Романов. Пока!